Уважаемые коллеги, друзья, я очень рад приветствовать всех вас в Москве. Сегодня вы успешно провели очередное заседание Совета глав правительств государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Наметили планы дальнейшей совместной деятельности, в том числе с учетом принятых на сентябрьском саммите ШОС в Китае Тяньцзинской декларации и стратегии развития организации до 2035 года. У всех нас одна общая цель – повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на евразийском континенте, да и в мире в целом, региональных объединений. И правительствам, естественно, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работе по расширению многопланового взаимодействия государств-членов организации. За правительствами всегда особая роль, что касается практической работы. Практическую работу как раз и осуществляют правительства, то есть коллективы под вашим руководством. В ходе российского председательства в Совете глав правительств ШОС в текущем году в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России весьма результативно прошло порядка 30 министерских совещаний и экспертных встреч, форумов с участием деловых и общественных кругов молодежи. Согласованы многочисленные взаимовыгодные проекты и программы сотрудничества. В фокусе приоритетного внимания правительств традиционно находятся вопросы экономического взаимодействия, развития и диверсификации торговли и инвестиций. И слаженные усилия на этих направлениях дают реальные результаты. Так, в частности, товарооборот России с государственными ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами-участниками ШОС торговый оборот растет. Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%. Стабильные и бесперебойные каналы расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках, односторонних санкций и тарифных ограничений и войн. По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры. На повестке дня консультации по вопросам учреждения будущего банка развития ШОС, взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов. В стадии реализации находятся и другие российские предложения о формировании в Шанхайской организации сотрудничества банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности. Создание такого инструмента позволит нарастить масштабы кооперации и в индустриальном секторе, поспособствовать совместному развитию производственных мощностей, импортозамещению, внедрению новых технологий и цифровых инноваций, включая искусственный интеллект. И в конечном итоге поможет укрепить технологический суверенитет наших стран в системообразующих секторах экономики. Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентоспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом. Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры. Заметно растут объемы проходящих через российскую территорию автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок.
Учитывается загрузка новых перспективных коридоров, таких как Север-Юг и Северный морской путь. Сегодня, кстати, вот только что заложили еще один очередной атомный ледокол. Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей электроресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок. И рассчитываем на более тесную координацию между всеми партнерами по ШОС в сфере энергетики, в соответствии с принятой в Тяньцзине профильной дорожной картой. Очевидно, что Шанхайская организация могла бы играть более весомую роль не только в углублении отраслевого сотрудничества, но и в целом в создании на нашем общем континенте благоприятной атмосферы для обеспечения стабильного поступательного роста и многопланового экономического взаимодействия, а также в прикладном плане содействовать сопряжению реализуемых в Евразии многочисленных интеграционных проектов. Именно на это направлена выдвинутая Россией концепция большого евразийского партнерства. Речь идет о гармоничном сочетании процессов интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Инициатива наших китайских друзей «Один пояс, один путь» и многих других схожих проектов, в которых участвуют страны Шанхайской организации. Конечно, взаимодействие по линии ШОС далеко не ограничивается экономикой, хотя это, безусловно, главное. Но наша организация на деле способствует и укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве, противодействию самым разным вызовам и угрозам, формированию в Евразии новой сбалансированной архитектуры безопасности. Не менее значимой составляющей деятельности ШОС является развитие гуманитарных контактов, обменов в области культуры, науки, образования, здравоохранения и защиты окружающей среды, ну и, конечно, молодежной политики и спорта. Как не раз говорил, Россия искренне настроена на самое тесное партнерство с государствами ШОС. Уверен, действуя слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиться поистине впечатляющих результатов в развитии многогранного сотрудничества наших стран. Я вас благодарю за внимание и передаю слово председателю правительства Российской Федерации господину Мишустину.